было объявлено, что вы антрополог. Как бы вы могли прокомментировать такую ситуацию, которая наблюдается во многих семьях? Вот маленький ребенок, до года, там, предположим, 7-8 месяцев, еще годика нет. Родители, чтобы он не орал, кидают ему телефон. И вот эта 6-месячная кроха моментально научается использовать этот предмет. Как они это делают, непонятно. У них по-другому развит мозг. Или методом, так скажем, тыка, они научаются буквально за час этим прибором пользоваться. Вот как вы, как антрополог, объясняете это? Это новая функция мозга нового поколения? Или что это? То есть даже сейчас появился термин цифровые дети, которые, можно сказать, с пеленок умеют обращаться с цифровыми приборами. Спасибо. Но, слушайте, не как антрополог, я в свое время работал в лаборатории когнитивных исследований, как когнитивный психолог, который всегда интересовался тем, как у ребенка формируются те или иные навыки. Это не совсем антропология, хотя есть антропология, которая опирается на эти вещи. Да, действительно, поскольку эти гаджеты раскрывают наши некоторые способности и позволяют, например, школьникам гораздо быстрее из страницы, которые они пролистывают веб-сайта, извлекать информацию. И известно, что более младшие поколения, у них с этим все лучше, потому что у них есть привычка к общению с такого рода вещами и к такому чтению. Но у этого ведь есть и другая сторона. Вот мы совсем не сказали про то, что мы редко оказываемся сфокусированы на чем-то одном. Ну, например, на протяжении вашей медитации и молитвы, может быть, вы не отвлекаетесь. Но если вы посмотрите, в Санкт-Петербурге в филармонии есть более дешевые билеты на входе, и очень хорошо видно, что там внизу в партере. Там даже в самые критические моменты у людей горят экраны. Вот. Они, очевидно, что-то делают, проверяют что-то. Может, они проверяют какую-то текстовую трансляцию о каких-то политических событиях в суде, что происходит, или там их интересуют новости военно-политического характера. Ну, не знаю, может, они переписываются с кем-то. Но это значит, что их внимание все время распараллелено. Они ждут чего-то. И вот это вот явление постоянного мультитаскинга, которому соответствует неспособность сконцентрироваться на чем-то одном в течение долгого времени, это та особенность, которую формирует вот такая привычка с молодых ногтей использовать. У нас одинаковые возможности мозга были у нас с вами в детстве и у младенцев, которым сейчас 8 месяцев. Но они просто иначе научаются им пользоваться. И с разным результатом. И надо сказать, что когда вот это вот, мультитаскинг всегда был и воспринимался на самом деле как в каком-то смысле проблема. Наверняка более старшее поколение помнит, что учить уроки под музыку, как бы это родители и преподаватели всегда возражали против этого. Но это ведь то же самое. Но тут у нас еще вот этот вот момент постоянной коммуникации текстовой и постоянное нарезание на маленькие кусочки внимания. Интересно, что когда мы вот говорили про откуда берутся всякие технологии будущего, они берутся, мы знаем, мы можем показать пальцем, откуда они берутся. Есть одно место в Калифорнии, которое называлось Palo Alto Research Center, который под Xerox, корпорация Xerox принадлежала. И есть MIT Media Lab в Кембридже, штат Массачусетс, где тоже вот, куда приходят голливудские продюсеры и режиссеры, чтобы спросить, а вот у нас действие фильма происходит в 2060 году. Значит, как мы
покажут, какие там будут технологии. И они не говорят, какие они будут. Не факт, что они будут именно такие, но тот факт, что в общественном сознании это зафиксируется, создает больше возможностей для того, чтобы люди стремились именно к этому. Как Рэй Брэдбери в свое время написал в 50-е годы, на рубеже 40-х и 50-х, какие-то вещи, которые касаются нашего взаимодействия с умным домом. Вот, значит, сейчас мы подходим к тому, что уже работает. Вот, и в какой-то момент был конкретный... То есть, грубо говоря, мы взяли некую идею из художественного произведения, и люди, которые выросли, потребляя в этом эти идеи, они, соответственно, так или иначе, занимаясь разработкой в научно-технической сфере, воображают что-то, что им и так уже знакомо. Совершенно точно. Почему очень важно исследовать сферу воображения? Но я хочу вернуться к вопросу, потому что вот это вот, мой главный ответ – это распараллеливание внимания и то, что называется continuous partial attention. Но есть несколько событий, которые были очень, когда показывали новые технологии, которые вот через 20 лет повсюду. Одна из таких презентаций, когда показывали многооконные интерфейсы, когда, вот сейчас у нас там есть много окон в браузере, еще большинство интерфейсов к компьютеру до определенного этапа не имели такого свойства. И значит, вот когда впервые это было показано сообществу людей, которые занимаются, в частности, разработкой, говорили, представьте себе, вот в этом окне вы код пишете, а тут захотели проверить почту, и переключились в другое окно, и тут же у вас сообщение. Были люди, которые этому искали, но были и люди, которые сказали, слушайте, а когда я код пишу, зачем мне почту проверить? Это вообще, как? Это нужно? Это будет меня отвлекать. Вот. Но, по-видимому, мы будем учиться жить в ситуации, когда распараллеливание внимания, что-то общество с этим делает. Потому что на самом деле, когда человек за рулем говорит по телефону, отправляет смс еще хуже. Но даже если он говорит по телефону не как вот 1500 штрафов за то, чтобы бежать так, а через гарнитуру, есть статистика, я не помню точно, и не знаю, есть ли российская статистика. Ну, короче, это как пьяным ездить. Человек отвлекается на разговор настолько, что вероятность дорожно-транспортного происшествия сильно повышается. Вот. То есть с этими особенностями, которые формируются с младенчества и вырастают вот в такую, что-то нужно делать обществу, оно постоянно пытается что-то изобрести. Спасибо, у нас вопросов много, давайте постараемся чуть дальше, побыстрее включать. Вот там сзади один, потом здесь было там и парень. Нет, там сзади была рука. Уже исчезла? Куда? Ладно, дайте парню, потом дай мне Вы говорили про бюрократию и что в последнее время идет такое развитие, что бумага, всякие документы, они уходят из оборота, будет все электронное. У меня вопрос про книги. То есть, например, мне, если есть вариант купить бумажную книгу и не читать в телефоне, то я куплю бумажную. И у меня такой вопрос на будущее, про будущее, что есть такой вариант, что вообще больше печатных бумажных книг не будет, и будут только электронные, то есть написанные как-то на каком-то экране специальном. Вообще, возможно ли такое и заменить когда-либо? Вот. Слушайте, есть книги и книги. Я как раз говорил о том, что развитие безбумажных технологий не исключает бумажного документа оборота. Как раз вот про это говорю. Про книжки я вас понимаю. Я тут недавно переставлял книжку из одной комнаты в другую и понял, что значительную часть надо куда-то деть, потому что просто нет места. И кроме того, понимаете, вот если в компьютере у вас несколько тысяч статей, много сотен книг, скачанных в форме PDF в разных других форматах,
то это все, конечно, хорошо, и читать это удобно, но проблема в том, что вы значительную часть из этого держите там, и у вас нет времени это прочитать. Я, когда посмотрел на все книжки, которые есть у меня дома, и мысленно прибавил компьютер, подумал, что если я уйду в отпуск года на год, и в какой-то момент мне захочется почитать, я все это прочитаю, я стану таким умным, что просто самому от себя будет ужасно. Я хорошо вас понимаю, потому что у меня часто так бывает, что, прочитав книжку в PDF, я заказывал в Amazon ее на бумаге, потому что она нужна была мне для работы. А если нужна для работы, то, в отличие от библиотечной книжки, я могу на ней писать на бумажке, а в библиотеке нельзя писать на полях. Значит, если книжка тебе нужна на самом деле, то лучше, чтобы она была на бумаге, потому что такого удобного, где ты касаешься и там остается след, это вполне возможно, что этим цифровым туземцам, о которых мы говорили, это и не нужно. У них другой способ восприятия информации. Но нам с вами, наверное, нужно. Какие-то вещи, например, словари, скорее всего, уйдут в цифровую форму довольно скоро и окончательно. Энциклопедии тоже уйдут. У ваших родственников наверняка где-нибудь есть большая советская энциклопедия. Никто не знает, что с ней делать, она занимает много места. Ну, да, из нее можно делать прекрасные поделки, например, стол или в кафе что-нибудь украсить. Но так-то смысла в ней нет. Так что я думаю, что печатная книга на нашем с вами веку еще никуда не денется. Частично. Но какие-то жанры исчезнут. Спасибо. Я хотела задать вопрос касательно технологий, потому что мы сейчас говорим немножко в контексте технологии центричности. Мы говорим о будущем технологий. Но мне интересно в этом ключе будущее человека, да? Потому что жаль тратить свою жизнь на обслуживание девайсов и гаджетов, исследований инструкциями, потому что, к сожалению, часто так бывает. Мне интересно, насколько технологии могут стимулировать творческое начало, что, может быть, вот эти костыли и швы задавать вопросом, почему не может быть совершенных технологий, а может быть, вот эти вот места стыков и несовершенности есть выходы на какие-то новые уровни сознания. И в конечном счете ведь есть не я и мой мобильный телефон, а я, мой мобильный телефон и обстоятельства. Какие-то метасферы, в которых мы существуем. Для чего нам нужны технологии? Это же только средства. Это только медиум для чего-то больше в нашей жизни. И мне кажется, здесь мы снова возвращаемся к категории смысла, в котором мы живем. А технология – это средство для их осуществления. Спасибо большое за то, что вы сказали. Я тут сразу же хотел бы отметить, что смысл – это, безусловно, самая важная вещь, но у разных людей смыслы разные. И представления о том, как и ради чего стоит жить, они не одинаковые. Поэтому нам нужно смотреть, наверное, как эти смыслы по-разному воплощаются. В частности, в технологиях и в их использовании. То, что технологические средства позволяют нам невиданным образом креативить, и более того, порог креативности, то есть порог входа в разные типы деятельности снижается, благодаря тому, что у нас есть технологии. Например, вот, если бы не было вполне конкретного интерфейсного решения относительно того, как изобразить на таймлайне звук, ну и видео, что то же самое примерно, но прежде всего звук, не было бы ничего связанного с звуковым монтажом. А это чисто интерфейсное решение. Вот, не говоря уже про разные всякие интересности. Так что, конечно, креативность человека, которому эта креативность нужна,
по-видимому, не для всех это актуально. Для кого-то актуально, что, например, он может, благодаря этой, раз уж про звук, да, он может клеить хип-хоп, не умея играть на каком инструменте и слуха не имеет. Вот. А у него получается прекрасный продукт. Вот. Значит, эта технология дала ему такую возможность реализовать себя в какой-то области, а так, что такое консерваторские музыкальные школы, нет, не все могут к этому приобщиться. Вот. То, что несовершенство технологии, но я думаю, что креатив нас заставляет несовершенство нашего мира. Несовершенство технологии это дело, в общем, такое маргинальное. И знаете, что интересно? Что когда мы пробуем, появилось не так давно такое модное словосочетание «цифровой детокс». Это когда есть даже специальные сервисы, специальные лагеря, куда люди уезжают, как бы изолироваться, чтобы там не было ничего, ни электричества, ни мобильника, и они переживают катарсис благодаря тому, что они вот так всего отключились. Это на самом деле интересно и полезно, я думаю, но меня всегда прикалывало, что мы иногда для того, чтобы достичь таких целей, используем именно что технологии. У меня была студентка, с которой мы разрабатывали приложение, которое позволяло человеку себя самого контролировать, чтобы ограничивать количество использования приложений на телефоне. То есть это как вот ты меряешь, сколько ты шагов прошел, сколько калорий потребил, сколько времени ты каждое приложение использовал, значит, ты сам с собой играешь в игру. Я получаю какие-то бонусы, я хвастаюсь перед другими, что я сам себя укоротил. Вот. Так что мы даже детоксом занимаемся через приложение. Хотя можно и радикально туда, где нет света. Следующий вопрос. Вот вы приводили пример того, как технология одновременно нам и помогает и может мешать. Да? Например, в компьютер я захожу, видео смонтировать или почту почитать, а перед этим еще кучу ненужных манипуляций делаю. Вот возвращаясь, например, к выставке «Дом быта», как вот, на ваш взгляд, развитие технологий в бытовых устройствах, насколько оно нас разгрузило, а насколько все-таки добавило нам, может быть, каких-то новых проблем, может быть, даже в том же объеме? Добавила проблем. Я не знаю, про добавила проблем. Мне всегда казалось, что у нас в быту есть такие замечательные девайсы, которые по тому же принципу, как вот вообще введение любой технологии в жизнь работают, потому что они требуют дополнительного обслуживания. Два прекрасных примера, самых ярких. Один из них – посудомоечная машина. У многих есть посудомоечные машины. И все знают, что для того, чтобы ее загрузить, нужно проделать некоторое количество манипуляций, очищая ее от остатков пищи, иногда споласкивая тарелки, что по времени вообще-то примерно соответствует тому, чтобы это вымыть. Вот. Правда, конечно, когда ты моешь, ты используешь больше воды, и это не экологично и так далее. Вот. Или, например, вот робот-пылесос. Робот-пылесос вообще мой любимый пример, потому что он автономный, он сам по себе, он как бы еще одно животное в доме, он все такое. Но все знают, что нельзя его просто запрограммировать, чтобы он же застрял. Нужно смотреть его глазами по сторонам и смотреть вот шнурки из ужили, так, убираем это с пола, носки. А тут к нему специальные полоски магнитные прилагаются, чтобы он туда не залезал. Вот. То есть ты не можешь его просто так запустить, чтобы он сам все делал и сам возвращал. В идеальном мире он все, квартира чистая, он опять стоит на зарядке, и все прекрасно. А так ты не можешь ничем заниматься, ты все время из всех углов слышишь писк, где что-то произошло. Мне плохо, папа, спаси меня. И ты бежишь его спасать. Вот. Так что я не знаю, как вообще вот про всю свою, потому что это свойство особенно интерактивной технологии, которая самостоятельно, вот наши умные девайсы, которые нас окружают сейчас, они обладают агентностью.
они могут сами что-то делать. Более того, робот, у него есть тело, и он перемещается в пространстве. Вот это вот очень важная его особенность. И поэтому мы к нему, как к некому существу, многие люди свои пылесосы именами называют какие-то. Вот. Так что они становятся еще одними домашними животными, с которыми нужно ухаживать. Но разнообразие нашу жизнь дают нам повод для светской беседы. Вот здесь, потом там руками. В последние лет, даже, наверное, 10, я стала обращать внимание на то, что возникает запрет на вот именно гаджеты. В кофейнях меня один раз практически выгнали за использование компьютера и разговор в Zoom. Есть какая-то более социальная, такая социально-позитивная функция, что вот у нас нет Wi-Fi, чтобы люди разговаривали. Родители отбирают у детей телефоны, чтобы дети учили уроки или ходили гулять или что-то такое. Ну, то есть какое-то количество этих социальных запретов даже на гаджеты. Ну, на интернет, может быть, тоже, но в основном, вот, мы говорили вначале, что телефон — это продолжение нас, которому мы делегируем практически все. Вот как можно вообще объяснить это с точки зрения социальной антропологии, прокомментировать? Ну, слушайте, я не возьму за всю социальную антропологию сказать. То, что есть определенный этикет, который отличается в разных обществах и в разных средах, который касается того, как используются гаджеты, это понятно, но мы, когда начинаем присматриваться к этому, здесь ведь не только этикетные моменты. Потому что, с одной стороны, когда кто-то в маршрутке громко говорит по телефону, это мешает всем. Ну, есть где-то формальные правила, может быть, в международных автобусах запрещено говорить по телефону, и только очень тихо. Тут всегда возникает вопрос о том, как я говорю, это еще тихо или уже громко. Тут кто-то должен присматривать за этим. Вот, но вот когда, например, преподаватель читает лекцию студентам, а студенты на компьютере что-то делают. Преподаватель не видит, что у них в руках. А вот там стоит оператор, который снимает эту лекцию, и он может подсмотреть, а что у людей в руках. Девочки обувь выбирают, кто-то там что-то. Вот с этим вопросом как-то надо университетам разбираться. И университеты с этим должны разбираться, потому что выясняется, что вот такой долгий монологический разговор, рассказ, лекция, даже если она напоминает условно Шкафца, но в духе Теда, все равно оказывается сложно за этим уследить в течение времени университетской лекции. Вот тому поколению, которое мне где-то встретилось очень интересное сообщение о том, что в Англии, там в суде присяжных отбирают случайным образом. Многие присяжные молодого поколения. У них в школе их учат делать презентации про все. Значит, они не могут уследить за ходом процесса, если не сделать презентацию. Им нужно показывать презентацию, они на слух этого не воспринимают. Значит, это использование гаджетов, например, в учебном процессе, оно тоже оказывается вот таким. С одной стороны, человек может погуглить и посмотреть в Википедии какие-то вещи, которые он сразу не понял, а с другой стороны, он может на что-то отвлечься. Вот, и сразу это возбуждает креативность разных педагогических деятелей, которые придумывают разные способы оживить то, что происходит, чтобы люди не отвлекались. Каким образом их зацепить, чтобы они вовлеклись в это взаимодействие? Ну, например, каждые 5 минут я останавливаюсь и задаю вопрос, на который 5 вариантов ответа. Давайте проголосуем. А у них в MIT есть по одной аудитории такие кнопки. Значит, от 1 до 5. 5 вариантов ответа, презентация, голосуем. Вот товарищи, которые выбрали первый вариант. Давайте, какие у вас аргументы?
а правильный это четвертый, да? И у нас начинается дискуссия. Значит, такими довольно искусственными методами, которые близки к новым, это, правда, не очень сложная технология, были бы невозможны, мы вот эту вот ограниченность времени внимания и возможность отвлечься во что-то, что не имеет отношения к делу, мы каким-то образом преодолеваем. То есть тут нужно смотреть на этот, с одной стороны, этикет, с другой стороны, правила, за которыми стоят вот эти поиск какого-то оптимального баланса в использовании технологий и в человеческом живом общении. Потому что пандемия нас подкосила настолько, что человеческого общения очень сильно не хватает. Говорю про человека, у которого был платный зуб за 1,5 года. Здравствуйте. Спасибо, Илья, большое за лекцию. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как социальный антрополог смотрит и смотрит ли на то, как изменили гаджеты не мирную жизнь, а военную? Ну, то есть жизнь людей на военном положении или жизнь солдат. Но я сейчас имею в виду, конечно, гражданские гаджеты, то есть смартфоны, а не дроны, беспилотники. Спасибо. Слушайте, ну мы вообще, любая ситуация, не обязательно военная, любая спортивная, театральная, политическая, социальная, везде, где происходит какой-то движ, то, что у людей есть смартфоны, во-первых, порождает огромное количество данных. Данных о том, где эти люди находятся, например. Потому что это и по GPS, и по геолокационных метках в Инстаграме, например. Осенью 2014 года Инстаграм отключил по умолчанию указание геолокационной информации, если вы не захотите это сделать. Это было связано с вполне конкретными возможностями использовать эту информацию для того, чтобы как бы эквивалент развить данных. Да? Вот. И с другой стороны, мы видим, что если что-то где-то происходит, фактически в режиме реального времени мы видим на видео, как вот эти условные герои, которые где-то находятся, вот что с ними происходит прямо сейчас. Мы помочь не можем, не условные герои там гибнут, и это происходит в прямом эфире. Но это не прямой эфир телекомпании, а это то, что они сами слили. Вот. Это чрезвычайно интересная и принципиально новая информация, которая радикальным образом меняет медийный ландшафт и создает очень интересные возможности для изучения этого, потому что, ну вот, может быть, вы слышали, есть такой замечательный Лев Манович. Он неоднократно приезжал в Москву и читал лекции на Стрелке. Он был пионером исследования массовых пользовательских данных в Твиттере, в Инстаграме и так далее. Вот. И это чрезвычайно интересная сфера исследования. На самом деле, если бы было побольше времени, нам бы рассказать про наше исследование, считающееся экстремистским Инстаграма. Там было несколько очень любопытных проектов, один из которых был посвящен бессмертному полку. Мы собрали, это было 1,5 года назад, и там у нас было 1 085 000 постов, которые имели отношение к бессмертному полку. И там мы выставили, соответственно, посты, это значит, что там вся эта информация, там из чего состоит пост в Инстаграме, вы представляете себе, там тегирование, как это. И очень интересно получается, каким образом мы можем увидеть, какая часть из этих огромных корпусов данных, это, так сказать, то, что идет снизу, grassroots level, когда люди сами себя фотографируют на шествии, а какая часть совсем другая, она продиктована необходимостью отчитаться с фирменным оформлением и так далее. У меня был интересный момент, когда я набрал бессмертный полк с ошибкой,
бессмертный ТИР порядок, я обнаружил, что там ничего официального нет вообще, а только человеческое. Вот. Ну и масса инсайтов, но вот прежде всего, действительно, что мы получаем в результате массовые данные о событии от многих людей из многих мест, и это открывает самые разные возможности и для участников, и для исследователей. Вот, и что это меняет совершенно медийное представление. Ну и плюс там мы же с вами живем в большом городе, а большой город, он все время порождает огромные потоки информации, и мы каждым своим действием, особенно в цифровой сфере, тоже оставляем цифровые следы. Эти цифровые следы, когда они в массовом, так сказать, делаем, поставляем информацию для того, чтобы, например, что-то оптимизировать. Как это можно использовать? Здравствуйте. Я бы хотела узнать, есть ли какие-то специальные социальные приемы, можно ли это как-то объяснить, что можно задать какое-то правило, тренд социальный именно. Например, что в ресторане не говорят громко, что начали пользоваться все именно айфоном, а не все разными брендами или там какие-то бренды определенно проникли, какие-то тренды в маркетинге и дизайне. Можно ли это как-то объяснить или это чисто случайность вообще? Ну, слушайте, существуют маркетологи, которые этим занимаются, но я вам хочу сказать, что вот до айфонов была Nokia, которая была чудесная. И она, в свою очередь, не случайно стала такой чудесной. Потому что в Nokia работал долгое время такой прекрасный человек по имени Ян Чипчевис, который ездил по всему свету, по странам третьего мира. И пытался выяснить, а как люди вообще, что у них с мобильностью. Ну, условно говоря, вот если вы попробуете из своих сумок и карманов всех выворотить все на стол, то это будет очень интересная, провоцирующая креатив коллекция. Потому что вы с собой носите те вещи, которые вам с собой нужны. Попробуйте провести эксперимент наедине. Заодно карманы почистите. Вот там будут какие-то вещи, которые уже не нужны, но попробуйте эти штуки по кучкам каким-то, как-то их сгруппировать. Это очень провоцирует мышление, особенно если вы задумаетесь, а какие из тех вещей, типа ключей, денег, карточек лояльности, у вас есть наша карта, и так далее. Какие из них уже переведены или возможно перевести в мобильные приложения. И вот реальное наблюдение за тем, как люди пользуются телефонами, и наблюдение за тем, что они с собой носят, это, надо сказать, поскольку мобильность – это вообще такое очень важное свойство человеческого поведения, человеческой повседневности, она исследовалась не только Nokia. Очень похожий интересный проект был параллельно фирме Intel, где замечательная австралийская дама-антрополог Дженнифер Белл руководила целым отделом, который назывался тогда User Experience Research Unit, потом по-разному его называли. Вот. Там тоже это было исследование того, как люди в повседневности используют технологии. И для меня это очень яркий пример такой прикладной антропологии. Вот. В частности, она изучала, а что люди в автомобиле с собой возят. В Австралии выяснились интересные вещи. Например, выяснилось, что у многих, как она говорила, да, и ей отвечали, да ничего мы с собой не носим, ну все, выкладывали. Она сказала, так, а вот это что такое? И ей объясняли, что это такое. Выяснилось несколько интересных вещей. Одна, например, заключалась в том, что там много всяких таких призраков из прошлого,
вещей, которые пассажиры забыли, какие-то бывшие, что-то такое, чего сейчас уже не актуально, но почему-то мы не выбросили, у нас хранится. Другая интересная подробность была, что в австралийцев очень часто алкоголь в автомобиле. Почему? Ну, если вы случайно в гости придется идти, то нужно неудобно идти с пустыми руками. То есть вывод был cars keep us socially safe. Они позволяют нам избегать социально неудобных ситуаций. Вот. И в итоге вы можете провести некую параллель между вот тем, о чем я говорил, и содержанием нашего смартфона. На самом деле там тоже есть много признаков прошлого вашего, может быть. Ну, то есть для того, чтобы изобрести, новое приложение, нужно посмотреть внимательно на то, что люди с собой носят. Потому что мобильность — это вот такое более-менее универсальное свойство. И у нас осталось времени на 2 вопроса, ваш и последний. Короче, Илья, огромное спасибо за лекцию. У меня такой вопрос, касающийся выставки. Там есть гостиная, где представлены разные гаджеты для аудиовизуального контента. Патефоны, телевизоры. И раньше он был, грубо говоря, один на одну семью или вообще на целый дом. Люди собирались вокруг, да, и как-то их это объединяло, наверное. Сейчас человек остается наедине со своим экраном, со своими наушниками и наоборот старается захлопнуться внутрь себя. Не создает ли технология иллюзию нашего покровного мира, хотя на самом деле мы стали куда более одиноки? Слушайте, ну это сложный вопрос, потому что когда уже помянутая только что Женевьева Белл пришла туда в Intel, и она пришла к руководству, критикуя их рекламу. А там на рекламе, значит, телевизор и несколько поколений вашей семьи все вместе смотрят телевизор и все счастливы. Она говорит: ребята, так не бывает. Вы видели, что вы такое, чтобы они с удовольствием все смотрели одно и то же. Ну, это фигня. Вот, давайте посмотрим на вещи трезво. Они каждый сидит в своей комнате, смотрит свой телевизор, а если все вместе, то спорят из-за пульта дистанционного управления. А этот пульт дистанционного управления там еще много пультов, в большинстве из которых больше звуковики. Что тоже интересное свидетельство техносреды. Значит, то, что люди смотрят совместно что-то, и это их объединяет, да, для этого существовали кинотеатры, кстати, сказать, которые выиграли соревнования у девайсов, которые были рассчитаны на то, чтобы кино, дисоргские такие кабинки, где там человек в одиночку смотрит. Смотреть в кинотеатре веселее, интереснее, там пахнет попкорном, можно обменяться с соседями своей эмоциональной реакцией. Но если мы посмотрим на то, как медиапотребление сегодня устроено, то было бы преувеличением сказать, что люди при помощи медиапотребления исключительно изолируются. Потому что, с одной стороны, правда, вообще мобильный телефон — это, и у нас в обществе устроено, что у нас есть гендерная разница, и для девушки, для того, чтобы по темной улице одной пройти в сложном районе, хорошо бы делать вид, по крайней мере, что она говорит по телефону. То есть телефон спасает. И медиапотребление спасает. Если девушка не хочет с кем-то общаться, она слушает музыку, делает вид, что она что-то в телефоне, и тогда ее сложнее зацепить. То есть, с одной стороны, действительно, медиапотребление, оно как бы кокон, оно устраивает кокон вокруг человека, и это такие невидимые границы, которые вторгающимся сложнее преодолеть. Но с другой стороны, поскольку все-таки наши социальные сети все время поддерживают люди в Телеграме, все время такое. Значит, люди, которые смотрят один и тот же финал какого-нибудь Лиги Чемпионов, комментируют это дело, каждый смотрит свой экран. Они могут в пивной смотреть один экран и тут же обмениваются. А может каждый в своем углу смотреть свой экран, но обмениваются сообщениями. То есть вот эта вот вплетенность этого медиапотребления в общение с людьми, с
с которыми ты находишься на связи постоянно, это момент, который вносит такой нюанс в эту картину. И ну вот в сравнении с той старой техникой, которая представлена на выставке, тут у нас гораздо больше выбора, интерактивности, возможности это досмотреть потом, не покупать альбом целиком, всю пластинку, а купить подписку или доступ к одной песне и так далее. То есть это совсем другое медиапотребление. Мне кажется, что то, что вы говорите об одиночестве и изоляции, это один из аспектов, у которого есть и другая сторона тоже, вплетенность в социальных связей. А тут у нас вообще люди все разные, потребности разные, и психологические профили разные, кому-то нужно одно, кому-то нужно другое. Мы можем говорить, что в каком-то обществе вот, состав этих профилей, вот он специфический, там, где люди друг друга стараются не тревожить, может спокойнее в одиночестве. И может быть от этого хорошо. И последний вопрос у нас будет там. Илья Владимирович, большое спасибо вам за лекцию. У меня, к сожалению, последний вопрос, я его коротко попытаюсь сформулировать, но очень большой. Скажите, пожалуйста, не создается ли все-таки, если глубоко смотреть, своеобразная иллюзия обмана? Когда современное общество, вот что в меня не полетели тарелки, скажу сразу, я за технологиями сижу 24 года. И как вот человек, сидящий с технологией 24 года, говорю, мы вступаем в эпоху иллюзии обмана. Вспомните август 2000 года. 2 недели отключена Останкинская башня. Мой приятель, который 10 лет не мог найти себе жену, пошел гулять с собакой и через 10 минут познакомился с девушкой, а через 2 недели они поженились. Совсем недавно наблюдал картину у метро ВГНХ. Стоит здоровый 20-летний парень и плачет. Подхожу, спрашиваю, что случилось? Думал, ограбили, убили. У меня электричество кончилось, разрядился смартфон. Я говорю, чего? Мне до дома доехать нужно. Я говорю, какая проблема, вот метро. Так там же маршрут, я не знаю как. Вот сейчас в одной восточной от нас стране, известной всему миру теперь, небольшие проблемы с технологиями. Где-то электричества нет, а где-то домов. Когда люди записочки пишут на бумаге от руки. Не кажется ли вам, что наш мир очень хрупкий, ну хотя бы по одному простому критерию? Что будет, если мы выключим электричество? Будет цифровой детокс, да. А не кажется ли вам, что будет общество человека-овцы? Сегодня мы говорим об образовании через интернет, но получаем образование человека-овцы. Ему сказали вот нажать вот это, и это правильный ответ. Но мы, студенты и другие, приезжают в ту же Америку, в Нью-Йорк, с 5 образованиями и с 5 изученными английскими и другими языками. Их там никто не понимает, этого английского языка, потому что это интернет. Это не связано с собственной технологией. Речь идет о том, я понимаю, я о другом, что мы поставили технологии впереди человека. Вот о чем я хочу спросить. Вам не кажется? Я так понимаю, сейчас прозвучала некая критика технооптимизма. Знаете, в секундном удалении есть такая идея, что ты можешь решить да, есть проблемы. такая солюционизм, даже такая позиция называется, что мы сейчас вот все изобретем, и будет счастье всех на земле, и все социальные проблемы решатся. Я с вами совершенно согласен. Башни нужно отключать, еще у Стругацких. Надо сначала отключить башню, а потом уже все самозавертится. Вот, но понимаете, тут ведь очень многие из этих вещей в глазах смотрящего. Вы привели несколько примеров, а сторонник какого-то другого взгляда приведет совсем другие примеры. И какие из них будут показательны, это требует, в общем, исследований. То, что мы очень многое ставим в зависимости от технологий, что от них очень многое
нашей жизни напрямую, действительно в волоске, в том случае, если что-то отключается, мы не можем найти дорогу, это не специфическое свойство цифровой технологии, это свойство любой технологии. А человек вообще-то эволюционировал для того, чтобы использовать орудие труда. Человек использует орудие гораздо более хитро, чем разные другие животные. Вот, так что это оборотная сторона тех безусловных плюсов и достижений, продолжительности жизни и всего остального, что наше хрупкое, вообще оно в принципе хрупкое существование, оно становится хрупким в самых разных местах. И чем в большей степени технологии это последует, тем в большем количестве мест оно становится хрупким. Но вы сказали очень интересный про обман. Вот про обман в случае цифровой технологии, особенно технологии, связанной с собственной агентностью, с ботом. Человек, который сделал программу Элиза со скрытым доктора, Йозеф Вайценбаум, в 1966 году он на Лиспе написал программу, которая имитировала роджерианского психотерапевта. На английском это проще, чем на русском, в русском языке нехорошая морфология, а тогда с английским ему удалось сделать очень простую вещь, когда эта программа возвращала собеседнику в текстовом виде через терминальную клавиатуру, возвращала его же высказывание, но в преобразованном виде. Какие книги вы любите? Спрашивал человек. А вы какие книги любите? А у меня голова маленькая человек. А когда это у вас начала болеть голова? Как вы думаете, почему у вас болит голова? Вот таким образом вернуть человеку его высказывание, это значит создать впечатление того, что ты понял это высказывание, хотя это просто правило, это регулярное выражение, которое у человека создает иллюзию того, что с ним разговаривает разумный собеседник. Вот эта вот возможность человека обмануть и готовность человека пойти на поводу у этой иллюзии, вообще говоря, Вайценбаума настолько впечатлила, что он для начала хотел сделать так, чтобы он все-таки статью опубликовал. Он человек, который ее прочитал, мог воспроизвести это дело. Потом он написал целую книгу, которую посвятил именно вот опасности этой иллюзорной сферы, которая возникает благодаря тому, что человек готов иллюзорно беседовать с программой. Ну вот, в словесной области это особенно явно. Но я хотел бы закончить на оптимистической ноте, которая имеет отношение к креативности. Эта иллюзорность открывает огромные возможности в области креативности. То есть речь идет не о технологиях самих по себе, в которых заключено зло или добро, а о том, как люди